как я похудел, и, наверное, увидели, как помолодел. Во всем этом есть связь. Эта связь связана с тем, что я начал ограничивать употребление углеводов. Это началось в тот день, когда я провел семинар, который назывался «Инсулинорезистентность». Во время этого семинара я сказал, что с сегодняшнего дня я тотально убираю из своего рациона углеводы. С момента этого семинара, который проходил в апреле, прошло апрель, май, июнь, июль, август, прошло 4,5-5 месяцев. Какие результаты? Со 110 килограммов на 98. Далее, какие препараты начал принимать? Я начал принимать препараты Тутус, Асинкуты, 2 таблетки 3 раза в день. Житидан, 2 таблетки 3 раза в день. Цистин, 1 таблетка 3 раза в день. Далее, я принимаю Бирол по 30 капель на ложку воды 2 раза в день. Также я принимаю коллаген восстанавливающий по 2 таблетки 3 раза в день. Эффект. Утром просыпаешься, никаких болей, отеки исчезли, вес снизился. Постоянно ощущение, будто ты отдохнувший. Утром встаешь отдохнувший, вечером ложишься отдохнувшим. Длительность сна улучшилась, увеличилась. Нервное состояние улучшилось, появилось какое-то состояние терпимости, ровности, теплости, такого радушия, радости и так далее. Таким образом могу сказать, что данный курс могут использовать все люди, у которых есть желание привести себя очень быстро к состоянию омоложения, и вот вы можете использовать мой курс. Сам для себя я использовал дополнительно еще препарат, который называется метформин медицинский. Я принимал его 1 таблетку 2 раза в день перед завтраком и перед ужином на протяжении 2 месяцев. То есть этот месяц и прошлый. Это тоже послужило улучшению общего самочувствия, снижение подкожного жира и так далее. Занимаюсь ли я спортом? В небольшом количестве, да. То есть это не особые нагрузки, это езда на велосипеде, плавание в пруду и просто ходьба по вечерам. То есть это не агрессивные упражнения с утра до ночи, это очень мягкая форма, не более 1 часа. Обычно это кардио упражнения, фактически без какого-то насилия. В случае, если устаю, отдыхаю, если хочу пить, пью, в случае, если хочу сидеть, сижу. Ну и вот где-то так это все выглядит. С вами был Андрей Дуйко. Если вам понравился данный вебинар, поставьте обязательно лайк, поставьте свой комментарий, задайте свои вопросы у меня в группе. Я постараюсь после окончания данного вебинара на остальные вопросы. Цымбаленко. Ого, какое письмо. Я писала несколько раз в вебинарной комнате из-за себя и за сына, пока попала в поле вашего зрения, поэтому решила написать еще раз. Итак. Ревматоидный артрит на гормонах 11 лет, сейчас метипред 4 мг. Полиартрит, полиартроз, сильный остеопороз. Далее. Давайте начнем с ревматоидного артрита. По моему мнению, ревматоидный артрит — это заболевание, инфекционное заболевание стафилококком с образованием колоний стафилококка, которые находятся, как правило, либо в носоглотке, либо второй вариант в слепой кишке. Именно поэтому я считаю, что в ходе лечения полиартрита исключительно с использованием гормонального препарата метипред, он же преднизолон, он же гидрокортизон, он же медрол, является не совсем, наверное, даже может быть корректным, конечно же, улучшая общий иммунный ответ вашего организма. Тем не менее, само заболевание вылечить практически невозможно. И тут же стоит такой вопрос, или появляется вопрос: Андрей Андреевич, ну а каким же способом можно попробовать устранить данное заболевание? Итак, данное заболевание, по моему мнению, необходимо устранять несколькими путями. Первый путь — это улучшение иммунитета. Второе — это устранение стафилококка в крови. Третий, конечно же, стафилококк в крови может быть виден в исследованиях крови. Это как, допустим, исследование Асло или
наличие стафилококка в крови, есть такие исследования. То есть можно назначить препараты, допустим, антибиотики для того, чтобы справились. Но опять-таки хотелось бы сказать, что в случае, если у человека образовались колонии стафилококка и где-то находится постоянное возникновение этой инфекции или появление ее, то это может привести к тому, что бесполезным будет принимать препараты. То есть стафилококк может находиться в гландах, он может находиться в слепой кишке, и, как правило, применение антибиотиков не может достигнуть локального воздействия на данный центр. И для этого необходимо использовать мои рекомендации. Итак, первое. Полоскание горла. Необходимо полоскать горло раствором, можно фурацилина. Также можно полоскать горло раствором препарата лизоцим или лизам. И лизоцимовый спрей есть у нас, и лизоцим есть жидкий. Использовать необходимо так: пол чайной ложки лизоцима на полстакана воды полоскать вот таким веществом носоглотку и горло. Также орошать носоглотку веществом, который называется спрей эмбрионазин, 2, 3, 4 раза в день. Второе. Необходимо взять четверть чайной ложки перекиси водорода, можно даже не четверть чайной ложки, а 1/2 четверти чайной ложки перекиси водорода, ну можно и четверть чайной ложки перекиси водорода на 1 стакан воды, и взять микроспринцовку, такую 60 грамм, и делать микроспринцевание ректально 2-3 раза в день. Выполнять это необходимо 10-дневным периодом. Таким образом, устранение стафилококка из слепой кишки произойдет с использованием перекиси водорода. В тот момент, как использование вот этого лизама, лизоцима или фурацилина может помочь избавиться от стафилококка в носоглотке. Следующее. Устранение стафилококка в крови. Необходимо принимать препарат Гемартан компании. Тибетская формула. Принимать необходимо следующим образом: 6 таблеток на ночь первый день и по 2 таблетки начиная со второго дня 3 раза в день на протяжении 30 дней. Далее препарат, который называется Инстамакс. Это препарат, который устраняет иммунный дефицит, вырабатывает антитела к стафилококку. Принимать необходимо по 2 таблетки 3 раза в день. И препарат Артридикс. Принимать по 2 таблетки 3 раза в день. Также использовать мазь, которую я рекомендую использовать при артритах и артрозах. Это мазь Габбана, смазывая места поражения 2-3 раза в день. Я считаю, что, используя все эти рекомендации на протяжении 1-1,5 месяцев, можно избавиться от данного заболевания. Также хотелось бы сегодня несколько слов сказать о изготовлении своего собственного, если можно так сказать, рецепта вакцины. Можно ли создать вакцину самостоятельно? Да, конечно, можно. Вот, скорее всего, человек, который болеет полиартритом или красной волчанкой, или болеет каким-либо аутоиммунным заболеванием, у этого человека есть или сам вирус вызывает появление данного заболевания, какой-либо из вирусов. И лечение данного вируса может состоять в том, что мы можем устранять токсины, обучая наш иммунитет вырабатывать антитела или вырабатывать должный иммунный ответ для устранения токсинов, или увеличения формирования фагоцитов, или увеличения формирования лейкоцитарных клеток типа Б и иммунных Б-клеток. Мы можем таким образом воздействовать на это, если мы начнем использовать свою собственную вакцину. В тот момент, когда человек заболевает каким-либо заболеванием, большинство вирусов или большинство микробов, они находятся в носоглотке. Именно поэтому и ковид-вирус, именно поэтому большинство вирусов
Их можно определить по мазку носоглотки, ПЦР исследованиям. И, конечно же, из этого следует вывод, что если мы каким-либо образом возьмем те микробы, которые находятся в нашем горле, в ротовой полости, и создадим из них вакцину, то, ослабив клетки данных микробов и приняв их с пищей, мы можем фактически приручить или выработать или воздействовать на наш иммунитет таким образом, чтобы он научился или обучился правильно реагировать на данные вирусы. Каким образом я рекомендую создавать свою собственную вакцину? Необходимо, здоровы вы или плохо себя чувствуете, попробуйте испытать данный метод изготовления персональной вакцины с использованием следующего вещества. Вам необходим стакан молока. Возьмите 1 стакан теплого молока, желательно, чтобы оно было не перекипяченным, и желательно, чтобы оно было настоящим. То есть молоко, которое продается в пакете, категорически не подходит. Вам необходимо молоко не стерилизованное, вам необходимо молоко из-под коровы. Взяв такое молоко, обязательно, чтобы оно было теплое, подогрейте его до температуры 35-40 градусов. Просто плюньте в это молоко и поставьте его так, чтобы на него падал солнечный свет. На протяжении 7-8 часов это молоко должно забродить. В тот момент, когда молоко забродит, то вирусы или микробы, которые находятся в данном молоке, будут ослаблены под воздействием молочнокислых бактерий. Тем самым сам вирус будет подавлен и будет иметь форму ослабленного вируса. После чего выпейте этот стакан уже приготовленного кефира или йогурта вот таким образом. И делайте это через день на протяжении хотя бы 30 дней. Какой будет эффект? Первое — эффект омоложения. Второе — перестают воспаляться узлы щитовидной железы, поджелудочной железы, грудных желез. Исчезают хронические заболевания, гайморит, заболевания танзелит, улучшается иммунитет. Такие есть заболевания, допустим, как экзема или сыпь на коже. Они к радости тоже могут подвергаться лечению с использованием вот такого уникального метода изготовления своей собственной вакцины. И это от меня вам вот такой вот совет. Все-таки продолжим. Андрей Андреевич, благодарна за лечение ТФ для сына. Результаты супер. Если можно задать вопрос обо мне. Мне сейчас 38 лет по знаку Скорпион. Косточки на ногах в подростковом начались. Эзотерическими медными монетами делали. Сейчас на 2-м месяце приобрела. Манкулит, уролиз, подагрин, мазь вальгусан. Что порекомендуете мне в этом случае по питанию и лечению? Всегда искренне спасибо. Вальгус устраняется полным устранением белков. Старайтесь меньше принимать белковую пищу, старайтесь на время стать вегетарианцем, не принимайте продукты зеленого цвета, ни огурцы, ни острые специи, как можно больше каши пшеной, как можно больше каши рисовой. Можно попринимать препараты, которые могут убрать пурины, это ацетил, это препарат аллопуринол по 1 таблетке 2 раза в день, либо вот это да, забыл, впервые со мной такое. Не помню. Александр Сикорск. Можно смазывать вот этим метиксом, который у вас есть, и вальгусановой мазью, и все исчезнет. Вообще я хочу вам сказать, что появление вальгусных наростов на стопе является не только проявлением подагрического заболевания, очень часто это является еще и проявлением остеопороза. Я вспоминаю историю, когда большому количеству женщин сделали операции по удалению хрящевой ткани между 1-м и 2-м пальцем с сшиванием самой стопы, как бы выпрямление 1-го пальца. И когда такие операции проходили, то очень были люди довольны.
там, состоянием стопы. Но в дальнейшем это проявилось в том, что эти женщины начали ломать тазобедренные суставы. И один из врачей когда-то гипотетически предположил, что расширение стопы обычно связано с переносом центра тяжести человека с бедра на стопу. Таким образом, мне бы хотелось вам сказать, когда у человека появляется вальгусное расширение стопы или вообще стопа становится шире, то очень часто это является симптомом, на который стоит обращать внимание. Это симптом остеопороза или полимиелита. Но остеопороз — это недостаточность эндогенного кальция, поэтому лечить необходимо путем приема препарата кальций-цитрамин или цитрамин или цитрат кальция. Кальций-цитрамин называется у нас препарат. 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день. Также увеличить количество употребляемых кальций содержащих продуктов питания, в которые я советую добавлять лимонный сок из настоящего лимона. Кстати, несколько слов по поводу лимонной кислоты. Конечно же, вызывает удивление, что многие считают лимонную кислоту высушенным соком лимона. Это не так. Лимонная кислота является веществом, которое появляется вследствие брожения бактерий при изготовлении дрожжей, дрожжевых бактерий. Именно поэтому, когда происходит выращивание дрожжей в этих ваннах, где дрожжи выращиваются, в процессе их жизнедеятельности выделяется вот такая кислая жидкость. Эта кислая жидкость высушивается, и это то, что мы в дальнейшем называем лимонной кислотой. Лимонная кислота достаточно агрессивное вещество для того, чтобы очень ухудшать состояние желудка. И, по моему мнению, использование лимонной кислоты в пищу человеку не подходит совершенно. Именно поэтому я абсолютный, стопроцентный противник использования пищевой лимонной кислоты. Я считаю это ядом, считаю, что использовать это как продукт питания нельзя. Где же она используется? Очень часто она используется в ходе выпекания продуктов сдобы, при подлимонивании или подкисливании продуктов питания, каких-либо сиропов или каких-либо компотов или каких-либо соков. Считаю, что данный продукт питания не стоит употреблять категорически. Из продуктов питания, которые я считаю не должен употреблять человек, это соки, которые продаются в магазинах, любых магазинах. Дело в том, что в ходе изготовления соков используется только до 10-15% соков. Все остальное это крахмал в виде загустителя и обычная глюкоза или обычный сахар в виде подсластителя. Запах же дается с помощью синтетического химического элемента, который называется отдушка. Цвет дается в ходе использования такого же цветового химического компонента, часто неорганического происхождения, очень часто цитотоксичным ярко выраженным действием, так как прием вовнутрь пигментов очень часто приводит к появлению почечных заболеваний. Именно поэтому я абсолютный противник питья человеком соков. Если вы хотите пить соки, покупайте соковыжималку, давите себе соки и пейте их. Все магазинные соки вредны, и человек их принимать не должен, даже если они красивые, имеют, по вашему мнению, натуральные компоненты. Знаете, как один мой знакомый говорил: Андрей Андреевич, я пью только морковный сок и так далее. А потом мы были у меня дома, и я ему говорю: послушайте, давайте я вас угощу настоящим морковным соком. После чего взяли морковный сок или взяли морковки, почистили их и отдавили из них сок. Я ему даю пить и говорю: это похоже на тот сок, который продается в банках? И он говорит: нет, это даже отдаленно не напоминает тот сок, который я покупаю в банке. Я ему говорю: так вот, этот сок настоящий. И он не сладкий, он еще и перченый немножко, его приятно пить с солью. А тот сок, который ты пьешь сладкий, в нем находится вода, крахмал и пищевая добавка с запахом морковки. Что очень вредно. А как все-таки понять первопричину, почему у тебя нет физических сил, и ты не можешь привести квартиру в порядок? Ложишься разбитым, встаешь таким же, и только в 6 вечера появляется какой-то просвет. Обращалась к администратору, где можно привезти препарат ЭТФ, но ветооператор не может объяснить первопричину.
Если вы имеете голод, если вы, первое, нет у вас физических сил, то вам нужно поставить тире и вот так вот подчеркнуть для себя очень важное слово, которое звучит так: диета. Помните это, диета. Я рекомендую использовать диету. Какую? Это белковая диета. И второе, пост. Что это еще такое? Если вы все время спите, это говорит о том, что вы переедаете. Итак, в случае, если вы ложитесь вечером спать, а утром просыпаетесь и вы не хотите есть, это говорит о том, что вам вечером необходимо пропускать ужин и не ужинать. Это особенность, которая очень касается многих людей, уважаемые господа. Во всех религиозных текстах, во всех религиозных книгах, нерелигиозных книгах пишется о пользе однодневного, двухдневного голода. Я рекомендую, в случае, если у человека есть ощущение, будто у него ни на что не хватает сил, и это не связано с психикой, сейчас мы к этому тоже вернемся, я все-таки рекомендую использовать одно-двухдневное голодание. Одно-двухдневное голодание с приемом просто воды — это несложный процесс для человека, и не нужно бояться, что вы в этот момент умрете и так далее. Мотивация. Это очень важно, когда человек голодает. Какая должна быть мотивация? Скажите себе, в тот момент, когда вы хотите есть и у вас однодневный голод, говорите себе: это мне нужно для улучшения моего здоровья, для избавления меня от такого-то, такого-то заболевания. Вторая причина может быть психическая. Депрессия может вызывать у человека состояние, при котором у него опускаются руки, и он ничего не может делать. Депрессия можно помочь избавиться, конечно, тяжелой депрессии очень сложно. И, конечно, необходима помощь психиатра, но существует еще и такая начальная стадия депрессии, когда человек только входит в это состояние, без использования, можно не использовать еще нейролептики. Можно ли избавиться от такой депрессии? Да, можно избавиться от такой депрессии. Это мотивация, то есть необходимо себя заставлять что-то делать, жить во имя чего-то, перестать самообманом заниматься, применять мои препараты. Это препарат, конечно же, Поставит, Сирантал, увеличивать количество употребления витамина D, увеличивать количество употребления витамина, наверное, все-таки Е, больше спать по вечерам. Дальше, третье место, это, скорее всего, аутоиммунные заболевания, ну и, возможно, это сахарный диабет второго типа, герпевирусная инфекция, ну, какой-либо герпес там от 1 до 8 типа или до 6 типа, который может вызывать как раз синдром хронической усталости. И это перегрузка психической нервной деятельности, которая, возможно, возникает у человека из-за переизбытка информации, которую он получает из внешних источников. Это получение большого количества информации из Ютуба, из социальных сетей, возможно, анализ какой-либо информации с возмущением от того, что это происходит. Ну и, конечно же, мой совет такой: путем ограничения себя от такой информации можно получать улучшение общего физического состояния. Конечно же, это очень хорошо, что появились социальные сети, где есть возможность получать неограниченное количество всевозможной информации, но в этом всем есть минус. Многие люди очень истощают себя, перевозбуждая свою нервную деятельность, не отпуская свой телефон перед самым сном, чего делать категорически нельзя. Это очень чрезвычайно опасно для человека. Могут развиваться самые невероятные психические заболевания. Это депрессивные состояния, это склероз, это маниакально-депрессивные, это психозы, это там обсессии, компульсии, ну и там всевозможные разные психические, вернее, заболевания. И в этом всем фактически виноват телефон. Поэтому необходимо ограничивать себя от просмотра тяжелого информационного, получения большого количества тяжелой
информации, не смотреть на ночь информацию, которая связана с политикой, с анализом политических каких-либо состояний, не участвовать активно в форумах, где кто-то занимает какую-либо сторону. Можно внутренне занимать активную социальную позицию, но не собирать информацию негативную. И это, в общем-то, особенно не делать это на ночь. Хотите это сделать, сделайте с утра. Не занимать себя исключительно получением этой информации. Жить, в общем-то, более открыто во внешнем мире. Больше гулять, больше физических упражнений, больше пота и так далее. Очень сложно сказать, почему вы очень много спите. Начните с пастовита, начните с препаратов Гитарель. Я просто хочу сказать вам спасибо за оптимизм, который вы вселяете в нас, за юмор, легкость, доброту. Спасибо, так приятно. У меня наблюдается спектр разных заболеваний, таких как гипотиреоз, постоянно слизь во рту, еще я никак не могу отказаться от алкоголя. Как бороться с зловредностью? Не нужно бороться с зловредностью, нужно просто сказать себе, что ваша жизнь с алкоголем, она будет короче и болезненнее, чем у всех остальных. Поэтому пейте смело алкоголь, долго вы не проживете. Особенно вы, Лилия Виктория. Поэтому вы, скорее всего, у вас произойдет инсульт, потом вы станете толстой на фоне алкоголя. Ну что, добро пожаловать в мир алкоголизма вот такой вот. Поэтому, что же вам сказать, есть у вас плохая привычка, нет здоровья. Как избавиться? Сделайте выбор для себя. Вы хотите быть большой, толстой и страшной и умереть рано, болея при этом очень сильно, прикованной к постели. Потому что это все рано или поздно скажется на вас. При ежедневном употреблении алкоголя рано или поздно конец придет. Или же вы все-таки хотите быть еще нужной, красивой, любимой и так далее. Сделайте выбор осознанный для себя. Ну а что делать с постоянной слизью во рту? Принимать препарат «Здоровый желудок», принимать препарат при гипотиреозе D3-йод, принимать препарат тератозин, принимать лопчатка по одной таблетке 3 раза в день, йод, селен по 1 чайной ложке 3 раза в день. У меня от сидячей работы, я очень извиняюсь, если я вас обидел, такой задачи не было. Надеюсь, вы найдете силы в себе прекратить вредную привычку. Ирина Дьякова. У меня от сидячей работы зажат нерв в районе лопатки и плеча. Что вы посоветуете? Как можно больше лежать. При этом ни в коем случае правую руку не поднимать вверх и не поднимайте ее, не обнимайте ею подушку. Пусть она все время будет прижата. Ну какая там левая, правая, какая у вас рука, под которой болит. Дальше, что я хочу посоветовать. Используйте мазь Габбана, смазывайте плечом. Также в случае, если болит под лопаткой, знайте, если болит под лопаткой, то это проблема поджелудочной железы. Если болит затылок, это проблема щитовидной железы. Поэтому, если у вас болит под лопаткой слева или справа, применяйте панкрисорб. Он поможет убрать боль под лопаткой. И слева, и справа это все заболевания поджелудочные. После вопросы, они выглядят так. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, как же избавиться от гипертонического заболевания сердца? С чем это связано? Лечусь таблетками от давления, у меня ничего не получается. Можно ли как-то избавиться от этого и так далее? Я хочу вам сказать, одним из синдромов высокого давления, плохого самочувствия по утрам, это синдром остеохондроза, который возникает у нас по разным причинам. Это и высокая кислотность нашей крови, ацидоз. Это может быть следствием стрессов, это может быть следствием употребления большого количества алкоголя, солей, недосыпания. Это может быть связано с сахарным диабетом 2 типа. Ну и очень часто это связано с неподвижностью наших плечевых суставов.
Именно поэтому мне бы хотелось сегодня рассказать вам, как с помощью совершенно простых и уникальных мной разработанных упражнений можно очень быстро избавиться от остеохондроза шейного отдела. Что даст нам и грудного в том числе, что даст нам фактически хорошую осанку раз. Второе, избавит нас от головных болей, затылочных болей, мигреневидных болей. Избавит нас от заболеваний шейного отдела. Улучшит нам зрение, улучшит состояние наших артерий. Устранит в дальнейшем окклюзии артерий. Также может помочь нам улучшить зрение, избавиться от такого заболевания, как улучшить состояние и профилактировать появление заболевания катаракта, улучшить память, улучшить сон и так далее. Но на первое место мне бы хотелось все же поставить улучшение общего сердечного, улучшение общего состояния и убрать заболевания гипертензии сосудов. И мой совет такой. Какие же это упражнения? Они очень легко выполняются, но несколько слов, почему это возникает. И как определить, есть необходимость вам это делать. Я хочу вам сказать, если на протяжении дня вам хочется отодвинуть плечи назад и распрямить свою грудь, если вам хочется закинуть голову назад, это говорит о том, что у вас, скорее всего, есть остеохондроз. Также у вас хрустит в шейном отделе, побаливает в шейном отделе, у вас появляется шум в ушах, у вас появляется шум в голове. Это все говорит о том, что вы уже сейчас страдаете остеохондрозом. Нет никакой необходимости мгновенно идти к врачу. Я вам рекомендую использовать буквально 3 упражнения, которые я покажу, с целью сделать так, чтобы в дальнейшем избавиться от всех этих симптомов, включая гипертоническое заболевание сердца. Итак, почему это возникает? Это часто возникает на фоне того, что мы теряем осанку, на фоне того, что у нас прямая мышца живота оттягивается, у нас появляется первое горб грудного отдела, горб шейного отдела. При этом у нас напрягаются дельтовидные мышцы плеча и мышцы, большие мышцы груди. Тем самым мы хотим эти мышцы каким-то образом оттянуть и освободить наш шейный отдел или освободить наш грудной отдел и дельтовидную мышцу, как бы расслабляя ее. Я хочу вам сказать, что обычные упражнения по оттягиванию наших плечей нас обычно приводят к кратковременному эффекту и пользы особой не дают. Какие я рекомендую использовать упражнения? Давайте я вам покажу. На самом деле упражнения с движением головы при остеохондрозе очень неуспешны и очень опасны для человека, так как могут быть разломы позвонков, могут быть нарушения хрящевой ткани, может быть ухудшение общего состояния сосудов, может ухудшить состояние сосудистое. И, в общем-то, это может привести к потере сознания, к ухудшению и увеличению симптомов шума в голове, шума в ушах, потери зрения, головных болей, мигрени и так далее. Итак, какие мои рекомендации? Первое. Обязательно делайте это, но не фанатично. Обязательно делайте перерыв. Какие это упражнения? Необходимо запомнить, что во время этих упражнений необходимо голову держать обязательно ровно. Итак, первое упражнение – это обычное шевеление плечами вперед и назад. Вот таким образом. Делайте это на вдохе и выдохе. И второе упражнение, оно делается еще лучше. Необходимо приподнять плечи, отодвинуть плечи назад и постараться максимально напрячь мышцы нашей лопаточной области и грудной области, находящиеся трапециевидные мышцы. Их необходимо напрячь. То есть я отодвигаю локти назад, голову не задираю, а пытаюсь очень сильно понапрягать мышцы. Делаю это на вдохе-выдохе.
И третье упражнение. Я должен положить свои руки на что-нибудь, находящееся передо мной, допустим, на шкаф, и опустив голову вниз, держа позвоночник прямо, не опуская голову или не сгибая ее вниз, сделать так, чтобы мои руки оттянули мои плечи, и я прогнулся. Вот таким образом. То есть условно, если человек положит на перекладину свои руки, и вот в этом месте, где у него спина прогнется вверх вот таким образом, при этом его поясница будет ровно стоять, при этом ноги будут упираться на землю, и зафиксирует вот такое положение на 1-2 минуты, это улучшит его состояние, это устранит у человека. Сколько делает такие упражнения? Делайте их. Особенно рекомендую просто упражнения по напряжению мышц спины. Это очень важное и очень быстрое упражнение. Буквально за 7-8 дней вы заметите, как у вас уйдет шейный горб, как вы начнете ходить ровнее, как у вас перестанут болеть плечи, у вас перестанет болеть шея, у вас улучшится зрение, пропадет ощущение песка в глазах, пропадет ощущение темного такого затемнения нашего зрения, фона нашего зрения, улучшится память и улучшится при этом давление, не будет оно подниматься. Ну и несколько слов все-таки, сколько раз делать. Делайте это на протяжении дня 4, 5, 6 раз. Делайте это на протяжении 1-2 месяцев. Вы заметно начнете лучше себя чувствовать. Улучшится осанка, улучшится ощущение, будет появляться ощущение спинных мышц, будет появляться ощущение облегчения шейного отдела. Еще одно очень простое упражнение, которое может помочь сосудам, убрать окклюзию, убрать стеноз сосудов. Это упражнение делается, рекомендую делать всем тем, у кого повышается давление, появляется шум в ушах. Его выполнять очень несложно. Выполняется оно следующим образом. Поворачиваете голову в одну сторону, массажируете мышцу с правой стороны. Поворачиваете в другую сторону, мягко, не травмирующе похлопываете себя по левой части. Делайте то же самое, массажируйте мышцу с этой стороны, с левой уже. Поворачиваете голову в правую сторону и похлопываете себя по шее. Делайте вдох, делайте выдох. Первые несколько дней, буквально 3-4-5 дней, старайтесь не поворачивать быстро голову. Старайтесь очень в мягкой форме делать движение головой, не находиться возле кондиционера, потому что первые 1-2 дня может происходить процесс обострения болезненных ощущений в шейном отделе. В это же время рекомендую вам ограничить употребление мяса, ограничить употребление алкоголя и сладкого, есть побольше овощей, пить овощные соки. Можно в это время дополнительно принимать ряд моих препаратов, которые устранят накопление или накопившиеся соли в подкожном жире, которые у вас находятся в шейном отделе. Это препарат Подагрин, это препарат Депосалт. Принимайте его по 2 таблетки 3 раза в день. Ольга Данилова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Можно ли для профилактики давать детям 13-10 лет лаваш Дуйко? Да. Каким курсом витамина Супра, Д, йод и Инстамакс можно принимать одновременно или закончить одно и принимать другое? Можно принимать витамины Супра по 2 таблетки 3 раза в день, препарат Д, йод принимать по 1 таблетке 2 раза, Инстамакс по 1 таблетке 3 раза в день. Можно принимать единым курсом. Там постоянно есть такие вопросы, они сейчас почему-то активизировались, хотя я считаю, что панические атаки, общее состояние тревожности, они возникают обычно у человека либо весной, либо как бы обострение происходит либо весной, либо поздней осенью. Тем не менее в этом году это происходит еще и летом. С чем это связано, тоже имею, я тоже знаю, это связано с тем, что под воздействием солнечных лучей обычно происходит обострение функциональной деятельности щитовидной железы.
И по моему мнению, основа заболеваний панических атак, основа заболеваний, связанных с появлением панических атак, помимо психологических и невротических или появлением неврозов, являются еще и физиологические процессы. На первое место мне бы хотелось поставить йод недостаточность или йодовую недостаточность. На второе место невозможность мышечной ткани сокращаться, невозможность мышечной ткани расслабляться, это недостаточность калия. Ну и появление судорожных компонентов, которые связаны, видимо, с переистощением центральной нервной деятельности, которые обычно связаны с тем, что человек очень поздно смотрит телевизор, очень рано встает, принимает алкоголь, принимает высокое количество глюкозы. И как с этим можно справляться, мое мнение. Итак, я считаю, что человеку для того, чтобы справиться естественным путем с такими заболеваниями, как панические атаки без вспотевания, или панические атаки с проявлением вспотевания, как бы такие фокальные, наверное, можно назвать, панические атаки с яркими проявлениями дистонии, гипергидроза, это когда человек потеет. Можно применять следующие методы. Начните принимать препарат магний в количестве 200 мг утром, в обед и вечером по одной таблетке. Второе. Начните принимать препарат цитрат калия. В моей компании он называется Уролис. Принимайте по одной чайной ложке, принимайте до 4 раз в день. Можно с водой, можно без воды, это совершенно безопасно. Или, если вам не нравится жидкий препарат, можете принимать его в препарате калия аспарагинат и принимать его по 2 таблетки до 4 раз в день. Калий поможет вам устранить ощущение сжатости, поможет расслабить мускулатуру, улучшит состояние мышечной ткани, уберет внезапные сокращения венозные, внезапные сокращения мышечные, которые способствуют появлению в том числе и головокружений, и панических атак, вегетососудистых дистоний, признаков дистонических. Ну и основной препарат, который необходимо принимать, это препарат с высоким содержанием йода. Я рекомендую принимать препарат нашей компании D-йод. Принимать его необходимо по 3 таблетки 4 раза в день при панических атаках. Совместно с препаратом Пастовид по 1 таблетке 3 раза в день. При этом в случае, если у вас в момент появления панической атаки происходит вспотевание, то я рекомендую использовать препарат, ну, можно препарат с бета-аланином, допустим, медицинский препарат Абьюфен, который поможет справиться с вот такими признаками активного вспотевания, или моим препаратом, который называется гипергидрозин. Тоже по 2 таблетки. Можно и абьюфен, и гипергидрозин. Абьюфен 1 таблетка 3 раза в день. Гипергидрозин 2 таблетки 3 раза в день. Маскина Светлана, скажите, пожалуйста, у моего сына постоянно заложен нос, ему тяжело дышать. Какой препарат ваш может ему помочь? Уже 3 года он мучается. Это у него, скорее всего, вазомоторный ринит. В случае, если он имеет форму воспалительную, то поможет препарат эмбрионазин. В случае, если он имеет аллергическую форму, то помогут капли трамгиновые. Хочу сказать, что сейчас, в этом году, я немножечко был шокирован. Когда я езжу сейчас по городу и езжу за город, я смотрю на поля и вижу огромное количество желтой амброзии. То есть я вижу амброзию и вижу, в каком большом масштабном количестве она произрастает. Практически везде и просто в чрезвычайно огромных масштабах. Именно поэтому я хочу сказать, что, товарищи, в случае, если у вас сейчас недомогание, которое может проявляться в том, что у вас закладывает нос, ощущение тошноты по утрам, вы отекаете, головокружение, спазмы носовые, спазмы, как будто кашель, слюнотечение, ощущение, будто все время слюна стекает по задней стенке вашей гортани. Это все называется аллергия. Какие препараты при этом применять? Аллергию необходимо лечить путем увеличения употребления
соли. Но есть еще один очень необычный метод, о котором бы я сегодня хотел вам сказать. А вы знаете, что в случае, если человек начинает принимать поваренную соду, разводя ее с теплой водой, то такое средство может быть очень эффективным при заболеваниях аллергии. 1 чайная ложка или 1 столовая ложка на пол-литра воды, принимать вот такие пол-литра на протяжении дня. Почему это работает? Дело в том, что хлориды помогают снизить обычно нейтрофилы. А любая аллергия — это увеличение количества нейтрофилов в крови. Именно поэтому, когда мы принимаем бикарбонат натрия, натрий HCO3, попадая и соединяясь с соляной кислотой, образовывается соль натрий-хлор, которая является помощником в ходе устранения. Экзогенная такая соль помогает человеку избавиться от аллергии, уменьшить аллергический синдром. Там выделяется H2O, это, в общем-то, не очень важно. Ну, и появляется еще CO2. Да? CO2 приводит к дополнительному ацидозу крови, но незначительному. Переживать или бояться за это не нужно. Именно поэтому, что в свою очередь может привести даже к похудению и снижению глюкозы в крови. Хотелось бы сказать несколько слов по поводу соды. Я не являюсь противником соды, хотя для меня является нонсенсом, как из 2 ядовитых веществ, аммиака и углекислого газа, и первое и второе вещество является ядом для человеческого организма, создали пищевой продукт. По моему мнению, влияние помощи соды чрезвычайно преувеличено для человеческого организма. Я не являюсь поклонником соды внутривенно, не являюсь поклонником питья соды постоянно. Тем не менее, хотелось бы сказать, что действительно сода может помогать человеку при повышении кислотности желудочно-кишечного тракта и желудка. Могу сказать, что содой можно вылечить плохой запах изо рта. Также сода может помочь при аллергии. Сода является уникальным веществом, которое может связываться с гербицидами и пестицидами, которые в широком спектре используются на сегодняшний день при выращивании продуктов питания. Специально сегодня я хочу вам зачитать, что попадает на сегодняшний день через столы, через продукты питания в наши организмы. Когда сейчас говорят о том, что 21 год была стабильной, 2 поменьше, все в левой доле. Гормоны практически всегда были в норме. Чуть повышен. Узлы следствия инсулина. Инсулин, вы должны знать, инсулин для нас, для человеческого организма, это сумасшедший яд. Именно поэтому, когда инсулин накапливается у нас в жировой прослойке, это энергия. И эта энергия, она взрывает железы. То есть железы начинают работать и не знают, что делать с той энергией, которая в них появляется. И они создают узлы. Они создают узлы в щитовидной железе, в грудных железах, в яичниках у мужчин, в предстательной железе и так далее. Единственный способ — это не есть ничего сладкого, ограничивать поступление углеводов и борьба с инсулином в ходе приема препарата метформин. Из наших препаратов я рекомендую жир-стресс, рекомендую препарат гликоцитрохромин, рекомендую препарат глюконорм. Почки, двусторонний пилонефрит, следствие сахарного диабета. Еще сердце сосудов и кальцинаты, сахарный диабет 2 типа. Порекомендовать наиболее эффективные препараты. Ваш наиболее эффективный препарат — это метформин. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, есть ли такой аптечный препарат, который без вреда уберет глистов у взрослых и детей? Такой препарат есть, Альбикам называется. Я посмотрю сейчас, правильно он. Альбикам. Да, есть препарат Альбикам. Альбикам или Альбикан. Сейчас препарат. Хорошо, что есть. Альбиком. Сейчас. Все-таки неправильно.
Альбикан правильно называется. Неправильно все-таки сказал. Альбикан. Почитаем сейчас. Что-то я не то говорю. Неправильно, это я спутал. Альбикам у нас в Украине есть такой препарат, да, но он, действующее вещество в данном препарате альбендазол. И необходимо искать действующее вещество альбендазол. Вот альбендазолом можно лечить. Из препаратов нашей компании хочу посоветовать препарат, который называется Популин. 1 чайная ложка на стакан воды 2-3 раза в день. Особенно если вы болели когда-либо с коридами, то у вас в дальнейшем обязательно будут появляться легочные заболевания. Именно поэтому убрать вот эти цистулы глистов, которые находятся или постоянно находятся в легких, можно с помощью препарата Популин. Принимая 1 чайную ложку популина на стакан воды 3 раза в день, можно избавиться от паразитов, которые могут находиться в печени, от паразитов, которые могут находиться и в мозге, и в легких. Очень улучшает самочувствие человека. Вы обратите внимание в дальнейшем на то, что внезапно для себя откроете, что вы перестали болеть легочными заболеваниями, вирусными легочными заболеваниями, улучшается общий иммунитет. Препарат такой сладенький на вкус, желтенького цвета. Дальше препарат Гельминфит, в котором находятся все виды наших лекарственных растений, которые могут избавить человека от глистной инвазии. Ну и 3-й препарат — это горечи Дуйко Амарум. Принимая по чайной ложке горечи, там находятся все виды полыни, находятся вещества горячавка, исландский мох и так далее, окопник, данные дальше почки черного тополя. Все эти препараты, вернее все эти экстракты, из которых создана эта горечь, могут помочь человеку эффективно избавиться от избыточного веса, избавиться от заболеваний желчевыводящих путей, растворить камни в желчном пузыре, избавиться от глистов, улучшить иммунитет, уменьшить количество проблем, которые связаны там, с гастрорефлюксом, отрыжкой, заболеваниями поджелудочной железы. Одним словом, абсолютно каждому человеку я рекомендую использовать вот этот препарат, сироп Дуйко, который называется Амарум горечи или горечи Дуйко. Андрей Андреевич, здравствуйте, ученик. Помогите, пожалуйста, советом. У меня катастрофическая проблема со сном. Проходил у вас марафон, после него сон стал лучше, потом я прошел марафон и сон ухудшился. Что я делаю не так? Как мне можно вернуть здоровый сон? Итак, первое, что необходимо знать в случае, если у человека есть нарушение сна. Есть 2 типа заболеваний, которые имеют одну и ту же первопричину. Это остеохондрозы и неврозы. И одно и другое, в общем-то, связано с тем, что у человека очень большие физические нагрузки, эмоциональные нагрузки, психические нагрузки. Это все приводит к тому, что у человека появляется как невроз, так и остеохондроз, которые в дальнейшем могут привести к тому, что происходит нарушение сна. Итак, что необходимо делать и какие мои советы, как избавиться от нарушений сна, в том числе от остеохондроза. Это когда шум в ушах, когда болит шея или поясница, или грудной отдел позвоночника. Я рекомендую людям, которые страдают остеохондрозом и которые страдают неврозом и бессонницей. Итак, первое. Начать в течение дня 4-5 раз принимать холодный душ. Делать 4-5 очень глубоких вдохов в живот, втягивая и выпячивая живот, делать так 4-5 глубоких вдохов, останавливаться, ощущать тепло, которое появилось внутри вашего тела. Для чего это делается? Это происходит стимуляция и выбрасывание желчи, которая разогревает организм, после чего необходимо под холодным душем полностью обмыться.
Восстановление сна происходит, убирание остеохондроза или боли под лопаткой, в шейном отделе, в грудном отделе, в поясничном устраняется за 2-3 раза. Обычно в случае, если есть нарушение сна, вот таких купаний под душем необходимо, они должны быть недолгими, 10-30 секунд, 1 минута. Такие купания должны быть 5-6 раз на протяжении дня. Это улучшает общее состояние. Перед сном очень хорошо, если вы перед тем, как выполните вот такие процессы купания под холодным душем, я рекомендую принимать аскорбиновую кислоту по 250 мг 3-4 раза в день. Можно принимать препарат Адаптол медицинский, можно принимать наши капли, которые называются капли Дремин. 30-40 капель на столовую ложку воды принимать за час до сна, после чего прямо перед самым сном. Также ни в коем случае не смотреть перед сном в телефон, убирать телефон и ноутбук как можно дальше от себя. Перед сном не менее 20-30 минут находиться на свежем воздухе, при этом на свежем воздухе не сидеть в телефоне, а выполнять глубокие вдохи и выдохи. Тем самым устраните плохое засыпание. Также проблема плохого засыпания может быть связана с развивающимися психическими заболеваниями. Если вы не сможете засыпать, есть снотворное, которое называется Левона 1С. Оно зарекомендовало себя, очень рекомендую медицинский препарат. Из моих препаратов Дремин. Также в случае, если засыпание все равно не происходит, если сон не появляется, есть 2 варианта. Первый вариант — обратиться все же к врачу-психиатру, пусть поставит диагноз. В случае, если это заболевание психиатрическое, то можно пролечить его, допустим, путем введения сироквели или квитерона на протяжении суток в невысокой дозировке перед самым сном. Это улучшит процесс засыпания, высыпания и так далее. Но пусть этим занимается, скорее всего, психиатр. От меня хочу сказать, что, по моему мнению, в большинстве своем введение одной аскорбиновой кислоты улучшает состояние. В случае, если не получается, то необходимо ввести аскорбиновую кислоту, магний, дальше витамин В6 и йод, содержащий продукт. Таким образом, в случае, если вы плохо спите, вам необходимо принимать аскорбиновую кислоту, йод, магний и витамин В6. Вылечить стрептококк. Начались проблемы с суставами, повышение стрептокиназа, ревмофактор, С-реактивный белок в норме. У вас ревмофактор и антистрептолизин повышенные. Это говорит о том, что необходимо использовать антибиотики. Какие антибиотики? Ну, по моему мнению, самый простой способ, допустим, лечения вашего заболевания — это использование антибиотика доксициклин 200 мг. 1 таблетка 2 раза в день на протяжении 15 дней. Из моих препаратов я рекомендую использовать Артридикс, Хабурашат, Эмбрио Плюс, Демилон, Инстамакс. По 2 таблетки 3 раза в день. Также капли лизоцим по 30 капель на столовую ложку с водой 2-3 раза в день, особенно полоская рот. Кстати, несколько слов о препарате лизоцим и препарате лизам. Если у вас плохой запах изо рта, если у вас есть гайморит, если вы очень часто страдаете заболеваниями простудного характера, носоглотки, используйте мои капли лизоцим. Полоскайте рот, используйте спрей лизоцимовый, можете орошать носоглотку. Это вещества, которые имеют ярко выраженное антибактериальное действие, противомикробное действие. Далее используйте конфетки или сладкие таблетки лизам. Давайте лизам детям.
Давайте им перед тем, как они идут в садик, и после того, когда выходят из садика, и ваши дети перестанут болеть навсегда простудными заболеваниями. 2-3 месяца использования, и ребенок больше не будет болеть. Мои дети очень любят препарат этот. На Йозельяне. Прежде всего, спасибо за нереальный труд. Сильно болят пальцы и кисти рук и ног до слез. Что можно предпринять? Спасибо заранее. Ну, прежде всего, хотелось бы посоветовать вам обратиться к исследованиям крови. Для того, чтобы определить, чем же вы на самом деле болеете, необходимо сдать антистрептолизин, С-реактивный белок и ревмофактор. В случае, если у вас С-реактивный белок повышен, необходимо начать принимать гормоны, который назначит вам врач. В случае, если это у вас, так как это будет говорить о том, что вы болеете ревматоидным артритом или полиартритом. В случае, если у вас ревмофактор высокий, необходимо принимать там антибиотики. Если антистрептолизин высокий, необходимо принимать и антибиотики, и, скорее всего, гормональные препараты. Но можно ли избавиться от данного заболевания, исключительно используя мои препараты? Ну, скорее всего, да. Итак, на первое место ставим мазь Габбана, ей смазываем места, которые болят. Второе, принимаем препарат Инстамакс по 2 таблетки или даже по 3 таблетки 3-4 раза в день. Принимаем препарат Мумио по 1 таблетке 2 раза в день. Принимаем Эмбрио Плюс по 2 таблетки 2 раза в день. Артридикс. Принимаем Артридикс по 2 таблетки 4 раза в день. Каждый день перед сном принимаем 5 таблеток Гемартан. Ежедневно перед сном на протяжении 1 месяца. Также очень рекомендую временно использовать микроклизмы. Это микроклизмы на 1 стакан воды, пол чайной ложки перекиси водорода. Делать вот такие маленькие микроклизмы по 50 грамм ректально 2-3 раза в день, стараясь удерживать это без дальнейшего опорожнения. Но если не получается, тоже ничего страшного, все в порядке. Так может быть тоже. Ольга Щербакова. Мы с дочкой заболели вирусом и слушаем шумы. Тренажеры. Шум от вируса 7. С воскресенья удален. Очень жаль. Почему? Я могу ответить вам. На сегодняшний день, еще несколько месяцев назад, мои каналы в YouTube, которые назывались канал Ситхи Саунд, канал Школа Кайлас, канал Андрей Дуйко, канал Андрей Дуйко официальный канал. Эти каналы были полностью заблокированы. Официальный канал Андрей Дуйко был заблокирован по непонятным причинам. Только путем переговоров долгих его полностью нам вернули. Но дело в том, что меня категорически предупреждают и блокируют в случае, если я выкладываю свои шумы. Написали даже посты в очень знаменитых мировых журналах на разных языках, причем Vox, на разных языках, там на 7 или на 8 языках, где написали, что никакие шумы от коронавируса не помогают. При этом, после того, когда сделали эту публикацию, любое упоминание на моих каналах слова сейчас в Гугле, если ввести Дуйко, то вы не увидите нигде упоминания моего канала, моего сайта, не увидите упоминания моего сайта duiko.com, duiko.guru. Почему? Этому миру не хочется, чтобы нашелся тот человек, который будет помогать. Дело в том, что они проверили и поняли, что данные шумы действительно на 100% устраняют вирус. Они устраняют болезни, они устраняют заболевания. И именно поэтому они начали меня блокировать. Если я продолжу заниматься выпуском этих шумов и их популяризацией, то, скорее всего, от меня, моего канала и моих сайтов ничего не останется. А я бы не хотел, чтобы это происходило. Именно поэтому сейчас Google не индексирует по слову Дуйко, не индексирует по слову тибетская формула, не индексирует меня в YouTube. Почему? Они боятся, что люди смогут прикоснуться к настоящей магии, и люди смогут избавляться от заболеваний, используя мои системы. Все шумы, при этом они выложены в моей социальной сети в потоке.ком. Я буду продолжать выкладывать данные шумы в своей социальной сети в потоке.ком. Пользуйтесь, переходите и
они будут вашими навсегда. Не хочет YouTube. Вчера выложили семинар, который назывался «Мои рекомендации по лечению после ковидных», «Мои рекомендации после ковидный период», после чего тут же было вынесено предупреждение моему каналу «Школа Кайлас» в YouTube. И это предупреждение, полностью удалили они это видео. Почему? Просто я там рассказывал о том, какие есть мои рекомендации в ходе помощи человеку после того, когда он переболел данным заболеванием. Если они боятся, то я могу сказать, что это 100% работает, и это и есть подтверждение того, что это работает.